Короче, уже подъезжаем к каньону. Сейчас покажу вам, что происходит в автобусе. Опа. Жизнь конечная. Все. Так, короче, подъехали к месту каньона. Тут вот уже можно увидеть речку, притом довольно-таки чистая речка. Даже в шоке я прям. Очень много людей тут, короче. Сейчас будем смотреть, что это вообще такое. Итак, каньон Матка. Давайте только не смеяться, мы не на уроке биологии. Доехать сюда можно на автобусе 60, хотя внутри творится что-то невероятное. Он забитый, он постоянно с драками за открытые форточки. В регионе насчитывается порядка 10 крупных пещер. Я собираюсь посетить самую большую и самую длинную. Итак, тут огромнейшая дамба. Уровень воды вот там вот аж. Можно увидеть это спокойно. Дамба вот довольно-таки очень глубокая. И сейчас мы с вами переносимся на другой уровень воды. То есть тут уже вот нормально так глубоко. Забранит пристав набран НАТО. Не знаю, что это значит. Хотя вроде похожий язык. Сам каньон находится в Северной Македонии. Расположен он довольно-таки недалеко от Скопье, всего 15 километров. На территории каньона находится более 20 пещер. То есть довольно-таки огромное их количество. И одна из моих целей была посетить самую большую, которая размером около 20 метров и глубиной почти 15 метров. А ее длина составляет 176 метров. Одна из первых церковь, которая нам встречается по дороге, это вот эта вот маленькая старая церквушка. Она является, так сказать, первой и знаменует о начале каньона. Не обходится, конечно, без горы ресторанов, так что голодными вы не умрете. На каждом шагу что-то натыкано. Вот, например, сейчас проходим. Довольно-таки уютное местечко и довольно-таки красивый вид. Дальше асфальтовая дорожка пропадает. Начинается выдолбленная из камня, так сказать, тропа. Тут, кстати, можно арендовать боты. Об этом чуть-чуть позже. Цена за каяк, за человека довольно-таки смешная, примерно несколько евро, в зависимости от того, на кого вы попадете. Дорожки очень узкие в некоторых местах и порой даже скользкие. Не знаю, с чем это связано. Ну, а также вы можете просто прокатиться на боте. В некоторых местах немного скользковато из-за воды, но в целом маршрут даже ребенок сможет осилить. Тут вот водичка течет. В общем, очень довольно-таки живописные места здесь. Однако, с рюкзаком я не советовал бы вам идти, потому что немного тяжеловато. С рюкзаком вообще когда-либо не бывает легко, но здесь особенно. Всего есть, в общем-то, 2 маршрута, которые пролегают здесь. Они, в принципе, очень похожи по своему пути. Первый начинается и заканчивается на 2,5 километрах от начала, и второй 4,5. Первый маршрут рассчитан для тех туристов и странников, которые устали, ну и второй рассчитан для самых крепких. Люди, которые проходят этот маршрут, довольно-таки добрые, отзывчивые. Очень много людей с вами здороваются и улыбаются. Кстати, да, я тут обнаружил ежевику. Так что тем, кто не запасся едой, точно будет чем поживиться. Когда вы проходите черту 2,5-3 километров, людей становится не так много. Природа становится более дикой. Хотя все равно есть наличие следов человека в виде пластиковых бутылок и другого мусора. Начинаешь подходить к концу трассы, тем меньше людей становится. Дорожки становятся уже немножечко заросшими. В некоторых местах даже очень. Вот. В некоторых местах каньона даже очень узко, и не пройдет 2 человек 100%. Например, вот здесь. Я вот с трудом с рюкзаком прохожу. Моментами бывает довольно-таки сложно проходить, так как
очень узкие тропинки и безумно красиво. Например, как вот здесь. Можно заглядеться и случайно оступиться. Так что рекомендую быть осторожными. Осталось порядка 1 километра. Вот. Людей здесь практически не бывает. Ну как не бывает? Есть, конечно, но не так много, как их ездит на ботах. Вначале кажется, что это просто туристическое место, которое сильно распиарено, но пройдя несколько километров вперед, можно заметить очень интересные виды и очень красивую природу. Также тут довольно-таки легко познакомиться с новыми людьми. В общем, обидная новость, которая постигла меня и многих ребят, которые здесь. В общем, там вот чистенькая такая вода, там тоже. Там пещера, куда мы собирались, вернее, я собирался. Но чтобы туда вот перейти, надо было с самого начала ехать на боте. Никаких вообще и близко переправ здесь нету, и вот тут типа тупик. Там есть какая-то дорожка, но фиг его знает, что там. В общем, вода там действительно прям реально чистая, отсюда видно дно, особенно вот там. Но чтобы сюда попасть, на вот эту вот сторону, можно использовать только бот. Это прям вообще капец как обидно. Итак, пройдя 5 километров с самого старта, я понял, почему люди используют боты, вы знаете? Потому что до пещеры не добраться никак. И, короче, у меня мечта исполнилась. Короче, сейчас буду на двухэтажном автобусе ехать, притом типа лондонском. Так. Заходим, не стесняемся. Опа. Так, сейчас поднимемся. Оба. Oh, here have conditional. Так, что он какой-то маленький. Ну ладно. Камон, 2-й этаж. Ну а напоследок только одна рекомендация. Берите с собой удобную обувь, которую будет не жалко, так как скалистая местность по-любому повредит ее, а также пыльные дорожки не дадут ей остаться идеально белой. Это место я рекомендую абсолютно всем, особенно я рекомендую пройтись по тропинкам. К сожалению, церкви мы не посетили, так как оказалось, что они находятся в другом направлении, и в этом направлении надо подниматься высоко в горы. Однако, это довольно-таки интересное место, и однозначно его стоит увидеть. Если вы не готовы идти 5 километров в одну и 5 километров в другую сторону, вы можете использовать бот, это очень дешево. Также вы сможете попасть в пещеру, которая находится там, и она одна из самых огромных. Тем самым вы сможете сэкономить силы, а также увидеть пещеры. И заодно, возможно, посетить и церковь. Также в этой воде можно купаться, но она очень холодная. Я попробовал и скажу вам честно, выбежать захочется сразу. Я надеюсь, тебе понравилось данное видео и ты поставишь лайк. А если нет, напиши, что не так. Я буду рад услышать любые рекомендации.